Всем доброй ночи. Перед вами Люцифер, лучезарный, которого Библия сама называет сыном зари, носителем знаний, ключником бездны, первый сын Бога, самый красивый, самый любимый и талантливый ангел, который впоследствии стал падшим ангелом. Это версия Библии. По версии Корана, это Иблис, восставший против Бога. Тот, который был его правой рукой, его любимым сыном, который помогал ему править, который успокаивал, усмирял джиннов, уничтожал их, как только они начинали восставать или забывать своего Создателя. Но когда он создал человека, то Люцифер сказал: «Я не буду кланяться тому, кто создан из глины». И за это был изгнан. Он стал богом системы, богом мира, богом правителей. Он создал власти, и ему они подчиняются. Я много говорила о нем в разных ипостасях, в разных вариантах, разных версиях, классические, принятые, легендарные. И вы очень много найдете о нем рассказов, чтобы сейчас не терять время. Этот ритуал, можно сказать, что создан моим сыном больше, чем мной. 3 года назад он мне сказал, что ему приснился Люцифер. Я спросила, как он это узнал, понял, с чего он решил, что именно Люцифер ему снился. И его ответ был таким. Он сам меня назвал, он был очень красивый, он был огромного роста, с черными крыльями, а ты сидела вдалеке, что-то писала. Он подошел ко мне, показал на тебя и говорит: скажи своей матери, пусть создаст восхваление, пусть создаст защиту, которую я оказываю тебе. Я же тебя защищаю. Я хочу, чтобы она создала эту защиту. Чтобы она создала восхваление меня. И некоторые слова, которые он мне сказал, вошли в ритуал. Вы знаете, я поняла, что мне нужно создать этот ритуал, потому что я почувствовала, что мой ребенок действительно под его защитой. То, что он еще до рождения подвергался многим опасностям, и очень большой был риск, что я не смогу доносить. И то, что мне врачи вообще говорили, что я бесплодна, что у меня не может быть детей, потому что у меня есть определенные такие аномалии женского организма, которые просто не позволяют иметь детей даже искусственным способом. Но каково было удивление, когда я приехала к ним на 3-м месяце беременности, уже записалась на консультацию и так далее. И я была под обследованием, и был очень большой риск, что я могу не доносить. Одним словом, он действительно под защитой некой силы, потому что он родился, живет, он любим людьми, он умен, и он настоящий сын. И вот та сила, которая его защищает, пришла к нему во сне и попросила для себя ритуал. Разве я смею отказать тому, кто дарует знания, кто правит миром? Я думаю, что нет, и однозначно нет. И слова, которые мне пришли на ум, которые я записала, они практически
можно сказать, жили своей жизнью, они сами пришли. Мне и не составляло труда их создавать. Потому что мне просто, через меня просто их передали миру. И я этим пользуюсь уже несколько лет. Я сегодня хочу подарить защиту Люцифера практикам. Хочу сказать, что с этой защитой вы полностью неуязвимы. Повторите иногда эту защиту, потому что этот ритуал состоит из двух частей. Первая часть – это воспевание Иода, а вторая часть – это ритуальная часть. Если я немножко с трудом прочитаю, прошу меня извинить, потому что темно, а ритуал большой, и поэтому, естественно, мне приходится напрягаться, чтобы видеть. Вот так я сделаю. Первая часть ритуала – это воспевание. Это как благодарность, это как молитва. Я даже скажу, как мантра. А вторая часть – это ритуальная часть, именно защитная часть. Защиту Люцифера лучше читать 6 раз. Но я прочитаю 1 раз, естественно. Да, алтарь черный, если есть у вас изображение, либо как бы его изваяние, статуя, можете поставить. Если есть в другом качестве, у него много ипостасей, он иногда и страшный выходит, он иногда и рогатый изображается. В любом качестве, в котором он изображается, в котором знает его мир, можете поставить. Достаточно одной черной свечи. Откупа здесь нет, потому что откуп – это твоя энергия, твоя благодарность, которую он берет. Хочу сказать, что после этой защиты очень сильно начинает открываться опять денежная дорога. Не знаю, как это объяснить, потому что обычно после этой защиты он даже действует как денежный заговор, я бы так сказала. Причина даже мне непонятна, не ясна, просто могу предположить, что усиливается, наверное, моя энергия. А когда у человека сильная энергия, когда он силен, когда он крепок, да, энергетически, то он притягивает то, что он хочет. Пока у нас слабая энергетика, мы ничего не притянем. Итак. О лучезарный учитель, а таков освободитель, дарующий тайные знания, сакральные познания. О сын зари, гордый и прекрасный, владелец наук, никому не подвластный, знающий цену знаний тайных, смелости и поступков отчаянных. Ты не склонил головы своей гордой перед творением земным первородным. Я прошу твой сохран и защиту твою. Будь покровителем моим, я молю. Крылья свои простирай надо мной. Мне надежно, спокойно с тобой. Ритуальная часть. 40 черных гор я обойду, 40 перекрестков обойду, 40 замков мне встретится. Черный замок сына Зари предо мною, хранителя ключей от знаний, повелителя тайных познаний. О лучезарный учитель, сакральных тайн повелитель, защитой своей защити, крыльями укрой, оборони, сделай меня неуязвимой, проведи меня сквозь врата жизни и смерти. Там обитает тайна, в тайне той бессмертие сокрыто, ключ к познанию закрыто. Веди меня через огонь, не сгореть мне в огне. Веди меня через бездну, не утонуть мне в ней. Веди меня по лезвию мечей, не погибнуть мне от мечей и ножа. Веди меня среди врагов, сделай меня непобедимой.
Да укроюсь я под черным крылом твоим, от вора и лиходея, от огня и воды, от тюрьмы и нищеты, от бездны и бед, от потерь и слез. Не возьмет меня ни жар, ни мороз. До срока, отведенного мне, ничем и никем меня не загубить. Порча не возьмет меня, проклятие не сгубит. Враг не победит, власть не осудит. Заговором древним, силой непобедимой заговори меня от бед. Оборони и укрой, от всех бед меня закрой. Защитой лучезарного Луцифера отныне и навеки защищена от всех бед и порч. Навеки спасена. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Мне уши заложило. Сейчас, секунду. Вот этот ритуал защиты Люцифера делайте хотя бы раз в месяц. Ой, голова закружилась, аж потолок надо мной. Я извиняюсь, сейчас, секунду. Потому что она очень сильная. Она очень сильная. Будет у вас ощущение, как будто вас за уши подняли. Вот до такой степени. Просто может потемнеть в глазах и так далее. Желательно читать защиту Люцифера перед сном. Извините, я просто устала и немного трудно разговаривать. Так вот, перед сном. Лучше читать перед сном и лечь спать. Так он лучше действует. И можете быть уверены, что для своих врагов вы неуязвимы. Еще раз хочу сказать тем людям, которые пользуются моими ритуалами и считают, что они могут и пользоваться, и хаять меня. Дорогие мои бесценные, мои ритуалы получаются и приносят пользу только тем людям, которые меня уважают. Не уважая мать, не попросишь у сына помощи. То же самое с моими ритуалами. Это мои дети, это мои создания. И если ты уважаешь меня, то они тебе помогут 100 крат. Если не уважаешь, никакой пользы они тебе не принесут. Однозначно. Даже если сработают, в любом случае тебя накажут с другой стороны. Так что учтите, друзья мои. Поэтому то, что вы у меня берете, пользуйтесь на здоровье. Пусть они вам помогут, приносят удачу и простым людям, и практикам, и всем, кто ценит мой труд, уважает, пользуется и радуется результатам. Но без уважения невозможно ничего. Согласны со мной? Всем удачи и всех благ. А у меня голова закружилась. Я пойду.